26 апреля 1986 года стало трагическим днем не только в истории Советского Союза, но и в истории всего мира. Этот день запомнился как один из самых страшных вех, когда произошла ужасная авария на Чернобыльской атомной электростанции. В результате этой катастрофы возникла огромная запретная зона вокруг станции, которая стала символом человеческой ошибки и экологической катастрофы. Люди были вынуждены покинуть свои дома, и целые поселки опустели, оставшись заброшенными. Запретная зона охватила значительные территории, и ее влияние ощущалось далеко за пределами Украины. С тех пор Чернобыль стал местом, о котором говорят с ужасом и трепетом, напоминая о необходимости соблюдения мер безопасности на атомных объектах и о том, как важно бережно относиться к природе и технологиям. Недавно ученые запустили масштабный проект, целью которого стало изучение фауны этого пустынного и заброшенного места. В ходе исследований они стремились узнать как можно больше о животных, которые обитают в Чернобыльской зоне, и о том, как они адаптировались к условиям, возникшим после катастрофы. Оказалось, что присутствие людей влияет на животный мир гораздо больше, чем радиация. Это открытие стало настоящим шоком для многих исследователей, так как в Чернобыльской зоне были обнаружены представители фауны, которых там не наблюдали более века. За последние 30 лет количество животных в запретной зоне значительно увеличилось, что свидетельствует о том, что радиация не оказывает такого пагубного воздействия на дикую природу, как вмешательство человека. Это открытие подчеркивает важность сохранения естественной среды обитания и показывает, что даже в условиях, которые кажутся неблагоприятными, природа может восстанавливаться и адаптироваться, если ей предоставить возможность. Ученые отслеживали популяции животных, исследуя следы на свежевыпавшем снегу. В ноябре прошлого года в украинской части зоны было установлено 42 камеры. В ходе исследования было выявлено, что в лесах Чернобыля значительно увеличилась численность кабанов, волков, косуль и лисиц. Кроме того, здесь были обнаружены редкие животные, которые годами не появлялись в этих местах, такие как европейская рысь и бурый медведь. Джим Смит, профессор Портсмутского университета, утверждает, что авария создала что-то вроде природного заповедника. Мы не говорим, что радиация – это хорошо, но отсутствие человеческого влияния позволило увеличить популяцию животных. В Чернобыльской зоне даже успели сфотографировать зубров и лошадей Пржевальского. Как видите, иногда человек может быть гораздо хуже, чем радиоактивное заражение. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.